Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин на такую довольно интересную тему. Ее интимная жизнь сейчас. Как всегда, настраивайтесь на расклад, на женщину, которая вас интересует, и посмотрим. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, какой вы, да, посмотрим вашу характеристику, что у вас происходит. Вы такой довольно серьезный мужчина, знаете, вот вы абсолютно вот по характеру как-то вот, ну не гуляка совершенно. Вот есть мужчины, которые любят, да, вот покутить, куда-то мчать, девочек менять как перчатки и так далее, да. Вот вы больше такой вот как-то серьезный, степенный, да. Это может быть уже с возрастом стало у некоторых. Раньше, да, раньше вы зажигали побольше. Может быть, и девочек тех же меняли. Но сейчас вы уже хотите как-то уюта, покоя, да, вот семьи, стабильности какой-то, любимой женщины. Сейчас рядом возле вас я не вижу пока вашей любимой женщины, так как вы, знаете, вы вот почему-то обозлились на женщин. Вы обозлились, вы, знаете, вот вы, ну, уже насквозь видите женщин, и вам уже довольно тяжело встретить ту единственную, потому что вы как-то, может быть, подозреваете чересчур женщин, как-то вот с недоверием относитесь, что ли, да? Вы, может быть, даже считаете, что они все магией занимаются, да, ну или большинство, особенно если вы сталкивались с этим, да, вот вы боитесь, что вас приворожат, заворожат там, либо еще что-то сделают, да. Вот, ну какие-то вот страхи такие у вас есть. Хотя, да, хотя вы человек такой вот, знаете, довольно эмоциональный. Вы эмоциональный, вы вообще активный по жизни товарищ. Вы, знаете, такой, ну, особо вы не домосед. Да, вам хочется спокойствия, но все равно вам даже дома, ну, нужно что-то делать, может что-то там чинить, мастерить, чем-то заниматься, да, ну, как-то вот, ну, скучно вам лежать просто на диване сутками, да, там, или постоянно лежать на диване. Вам, вы такой вот деятельный товарищ, скорее. Так, вы очень любите своих детей, вот если у кого есть дети. Да, личная жизнь у вас сейчас абсолютно на паузе. Но вы мечтаете о той любимой, единственной. Вы знаете, вы присматриваетесь. Вы даже вот в окружении, может быть, на работе, еще где-то, где вы общаетесь. Да, вы вот присматриваетесь к женщинам. Вы все-таки понемножечку так начинаете действовать. Вы хотите найти ту самую единственную. Давайте-ка посмотрим, какая женщина к нам сегодня пришла, которой мы будем смотреть. Может, вы узнаете кого-то? Итак, женщина, с которой у вас, скорее всего, все закончилось. С которой был либо же разрыв, развод, ссора, скандал. Причем это очень тяжело вам далось. Этот разрыв вам очень тяжело дался. У вас был такой, знаете, вот период тупик-тупиковый просто. Вы не знали, как жить дальше без нее. Но пришлось вот уйти. Пришлось уйти. Вот знаете, вы себя почувствовали вот не то чтобы одиноким, вот, ну, я не знаю, ну просто вот как осиротели, да? Вот какое-то такое чувство, вот как будто вы все и всех потеряли, как будто половину вас отрезали. Женщина, которая причинила вам очень и очень большую боль. Дальше даже не хочу углубляться, довольно неприятная такая женщина, да, я думаю, каждый из вас, в принципе, уже понял, о ком я говорю. Так, смотрим. Какая же она дамочка вот в интимном плане? Знаете, она большая любительница вот интима. Она любительница, но как-то вот она с вами вот может быть даже уже как-то вот интимная жизнь начала сходить на нет. Может быть, это проигрывалось последнее время, да. Вот она могла увиливать как-то, то голова болит, то не хочу, то не могу, то не буду, да.
У некоторых из вас может еще проиграться, что женщина могла что-то такое вам сказать, вот именно о интиме, что-то обидное, да, вот чтобы ранить. Особенно это вот в конце могло быть, когда вы уже там либо же расставались, либо перед расставанием, да, вот могла сказать, что либо ты там никакой любовник, либо и ты то не так делаешь, и это не так делаешь, да, ты ничего не умеешь, ну, в интимном плане, да. Ну, как-то вот специально могла вас ранить. Именно вот удар ниже пояса, потому что, ну, в общем-то, любая нормальная, адекватная женщина прекрасно понимает, что для мужчины вот говорить такие вещи, да, вот касательно интима, это можно загнать в глубокий комплекс до конца жизни. Вот невзначай просто со зла, да, можно какую-то фразу сказать, вот, а потом мужчина будет жить, и у него, ну, с этим комплексом до конца жизни, и могут быть проблемы в интиме с другими женщинами до конца жизни, да, вот это вот слово, фраза, вот это сказанное бывшее, оно может сидеть очень глубоко в душе, в сердце, в мыслях, да, то есть, ну, это такой двойной удар. Дамочка, давайте-ка посмотрим, вот какая она, вот она супер-пупер секс-бомба или нет? Вот мне прям интересно. Вот она, знаете, она может быть, она и любит, да, вот она любит красивое ухаживание, она, может быть, любит красивое белье, она любит вот красивый антураж, да, вот когда вот как-то это красиво все происходит, да, вот она не будет где-то там в подворотне, да, она любит разнообразие, вот как говорят, по всей Камасутре, да, когда кровати ломаются. Она это все любит, да, разнообразие. Она любит, чтобы это было, знаете, вот и красиво, и комфортно, и чтобы вот все ее хотелки в интиме ублажались. Вот она такая дама, что, может быть, знаете, она могла быть не всем довольна, вот когда вы с ней жили, вот что-то ей не нравилось, да, может быть, что-то не так делали, да. Ну, я имею в виду не так, как она хотела. Что-то ей не нравилось. Плюс здесь могла быть, знаете, вот женщина, которая, она, в общем-то, довольно часто имитировала удовольствие, я вам скажу. Вот она имитировала это. А в последнее время, так это вообще 100%. Знаете, вот такое ощущение, что, да, вот женщина, которая, она специально могла, вот, допустим, с вами, она могла отказываться от интима, особенно в конце, да, потому что, ну, что-то вот такое было, что ей не нравилось, ее не устраивало. Вот такая. Я никого не хочу обидеть ни в коем случае. Ну, вот мы говорим именно о этой женщине, да, вот о ее чувствах, хотелках и о всем таком. Так. Она, знаете, она причем вот она много требует. Но вот чтобы она такая секс-бомба была, я не могу сказать. Я не могу сказать, что она прям ну такая супер-пупер. Да, вот она любит, чтобы все, вот мужчина там прыгал со всех сторон над ней, да, вот вы понимаете, в разных позах и так далее. Но вот сама как-то она, ну я не могу сказать, что она супер-пупер в этом плане была. Вот я не могу сказать об этом. Давайте-ка посмотрим, что сейчас у нее происходит в интимной жизни, да? Так. Знаете, боже, какой кошмар. У нее сейчас бывает даже секс за деньги. У нее бывает сейчас, знаете, вот ради каких-то вот корыстных моментов она может вот спать с мужчинами просто, знаете, вот для получения какой-то выгоды. Опять же, имитируя, да, что все хорошо. Женщина сплошная имитация какая-то. Знаете, вот нет у нее сейчас счастья ни в личной, ни в интимной жизни. Она, знаете, ну, стопроцентная имитация идет с мужчинами у нее. Я думаю, вы понимаете, о какой имитации я говорю, да? Женщина, которая, ну, как бы продается. Вот, ну, просто продается. Она имитирует и продается. Ни о каких чувствах здесь быть не может. Знаете, когда человек опускается уже, ну, как бы,
Ну, я не, ну, это ненормально, да, вот когда продаваться уже за деньги, да, она готова просто, ну, не то чтобы с каждым, да, но за деньги она с легкостью пойдет и на постель, и на все. Да, она сымитирует все, что ей хорошо, все замечательно, она будет великой актрисой, она включит актрису, но ни о какой там любви, удовольствии или чем-то таком, ну, абсолютно не идет и речь. Даже, знаете, она, в принципе, в мыслях, она как-то вот возвращается вот к вашим отношениям. Хоть ее там не все устраивало, но вот ваши любовные отношения были лучше даже в чем-то, вот постель, да, чем сейчас у нее. Вот как-то, ну, совсем ей не такие мужчины попадаются, ну, в этом плане, да. Совершенно они ее не устраивают. Хотя, похоже, я смотрю, ее, наверное, вообще никто не устраивает. У вас не все устраивало, сейчас у нее мужчин не все устраивает, сейчас еще хуже. Она вообще сейчас там, я не знаю, что она хочет. Ну, все не такие, все не такое, да. Ну, то есть человек, который ради денег готов закрыть глаза, да, предоставить, как говорится, расслабиться, получить удовольствие, но только удовольствия здесь нет. Вот как-то так. Женщина лицемерная, женщина лживая, женщина, готовая продавать, я не знаю, душу дьяволу, тело свое готова продать за деньги, да, ну, то есть, даже не хочу даже смотреть больше, ну, как-то, ну, неприятно даже мне, честно говоря. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока.